за последние 5 лет там была лишь одна статья, написанная про Центральную Азию, и не человеком не из Центральной Азии. Среди западных ученых существует такое мнение, что западная школа каким-то образом более перспективна. У нас есть знания, у нас есть что сказать, у нас есть своя аналитика. Но это все часть такого эпистемологического насилия, да, когда из нас высасывают какие-то данные, какие-то ресурсы, даже в смысле молодежи, а потом нам навязывают какие-то концепты типа клановой политики, которые мы все очень коллективно не любим, да, или используют нас просто как вот какой-то материал или объект для исследования, но никогда не включают наши голоса. При этом у нас существует такая огромная рана, да, и мы на нее клеим такой маленький вот лейкопластырь. Вот так вот. Нужно печататься и нужно публиковаться больше именно центральноазиатским ученым, да, то есть нужно говорить о том, что как они это видят или как мы это видим. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Здравствуйте, добро пожаловать в наш подкаст «Одеколон». Меня зовут Диана Кутайберген, я деколониальная писательница и исследовательница. И сегодня у нас в гостях мои подруги. Асель, хочешь представиться? Здравствуйте, меня зовут Асель Тутумлу, и я являюсь доцентом на кафедре политологии Ближневосточного университета Северного Кипра. Гульзат? Да, меня зовут Гульзат Бутоева, я являюсь доцентом кафедры криминологии, социологии, социальной политики университета Свонзи. Да, сегодня мы поговорим про деколониальность, как мы ее практикуем, потому что мы все академикессы, социологини, политологини, криминологини, и мы все вовлечены в разные инициативы в Центральной Азии. Давайте немножко познакомим зрителей с тем, что мы делаем. У нас есть несколько инициатив. Одна из них УСТА. Да, если начнем с программы УСТы, это программа, в которой мы все вовлечены, Асель, Диана, и я, и еще несколько других людей. На самом деле программа очень большая, и очень много людей, которые помогают нам, но у нас есть костяк, такая группа, которая инициировала этот проект. На самом деле это проект для исследователей из Центральноазиатского региона, из 5 республик, стран Центральноазиатского региона, которые бы хотели опубликоваться в очень хороших журналах. То есть это любые журналы, которые считаются очень такими крутыми, продвинутыми, но в то же время очень трудно в них опубликоваться, да, то есть поскольку есть какие-то критерии и так далее. И что делает эта программа? Мы делаем отбор, у нас уже было 3 тура, вот в этом году у нас идет 3-й уже, да, набор. И одна из целей — это, в общем, помочь, чтобы исследователи, которые не смогли пройти, да, отбор в каких-то других предыдущих своих практиках, не смогли это пройти, чтобы они смогли написать какую-либо статью, которая бы была опубликована. Для этого мы находим менторов, и мы соединяем, да, И в то же время мы проводим различного рода семинары. Вот как раз завтра мы начнем 3-дневный семинар, который направлен на то, чтобы улучшить письмо, навыки и так далее исследователей из Центральноазиатского региона. Но передам слово Асель тоже. Ну, вообще, наша цель этого проекта была в том, что когда мы начали писать проект, мы посмотрели на главные журналы британских социальных наук и увидели, что там была всего лишь за последние 5 лет, там была лишь одна статья, написанная про Центральную Азию, и не человеком не из Центральной Азии. И это для нас было так... То есть нам необходимо было именно создать какой-то определенный такой круг людей, потому что у нас есть что сказать, у нас есть свои мысли, у нас есть определенные наработки, просто не хватает какой-то определенной такой формы, наверное,
для того, чтобы пройти этот peer review, этот отбор и выдать вот эти вот мысли в журналах, которые бы читали, цитировались и тому подобное. И для нас этот проект — это просто-напросто продуцирование такое вот именно знаний из региона, возможность именно создать такую команду людей, которая бы поддерживала друг друга, потому что мы понимаем о том, мы видим то, что в нашей академической среде очень тяжело и достаточно тяжело писать одному, оперировать вот именно вот в академической среде одному или одной. И поэтому мы создали такой проект, который бы сказал, что it's okay, все хорошо, мы вместе, мы поможем и можем поделиться, самое главное. То есть это не обязательно такая какая-то иерархия, да, а то, что мы делимся своими навыками, своими определенными ценностями, целями, взаимодействуем и создаем определенные такие вот наработки, которые потом вырабатываются и превращаются в академический материал. Да, но еще если добавить, то одна из таких, наверное, целей, но которые мы сейчас мы не пытаемся достичь этого сейчас, да, вот, то есть только 3 этими наборами, но такая цель, которая будет в долгосрочном в плане, это то, что чем больше будут печататься исследователей из Центральноазиатского региона именно в таких хороших, да, журналах, которые считаются крутыми, да, которые считаются именно ориентированы на какую-то дисциплину, да, то есть тогда именно голоса исследователей из региона будут все больше и больше слышны, да, то есть это будет вклад в науку, но в то же время вклад в науку из региона. И чем больше будет таких людей, чем больше будет таких голосов, наше такое мнение, что будет также меняться сама дисциплина, да, то есть будет меняться наука, и в этом мы считаем, что наш вклад в долгосрочной перспективе. Но мы все работаем, мы делаем все поле, когда приезжаем домой, делаем всякие интервью, и мы видим, что, в принципе, эти голоса были и раньше, но они всегда почему-то на таких позициях ассистента, то есть молодые ребята собирают все для какого-то профессора местного или западного, бегают все эти интервью, то есть у них скиллы, навыки великолепные, да, но при этом где-то происходит этот разлом, и когда финальный продукт публикуется, то это обязательно не под их именем, они там максимум, что им пишут там в сноске, да, спасибо, если пишут еще, если, а иногда просто безымянно говорят, спасибо моему исследовательскому ассистенту, research assistant, да, и все. Почему, как вы думаете, вот такой дисбаланс происходит в продукции знаний? Ну, потому что, мне кажется, среди западных ученых существует такое мнение, что западная школа каким-то образом более перспективна, она более объективна, что ли. И, соответственно, когда они смотрят на ученых из региона, то они просто-напросто рассматривают это как data source, да, то есть как какая-то база данных, что ли, которая в местных статьях описывается, чтобы потом взять, переработать эти статьи и превратить из них, вычленить, как говорится, теории, вычленить концепции, определения, да, и, соответственно, люди, которые умеют оперировать вот именно данными с поля и создавать из них определенные концепции, они считаются более прогрессивные, более объективные и тому подобное. И здесь вот мы видим, большая разница существует как раз-таки в том, что цитируются не люди из региона, которые как раз-таки создавали это знание, да, а именно цитируются те, кто мог это знание немножко перепаковать и представить в такой, как сказать, политически правильной, что ли, форме. И мы видим это также в политике цитирования, когда западные авторы цитируют только западных авторов, они даже не знают иногда и местный язык, соответственно, им в принципе все равно, что было конкретно написано, и в этом понимании вот существует такой большой, мне кажется, диссонанс как раз-таки того, что у нас есть знания, у нас есть что сказать, у нас есть своя аналитика, свои какие-то теоретические разработки, просто нет какой-то вот этой формы, наверное, которая была бы, привычна, что ли,
академиком или Академисом. Запада. Вот. И вот здесь как раз-таки, мне кажется, успех УСТы в том, что у нас есть такое желание, по крайней мере, да, дать вместе собраться и сделать голос. Ну, я думаю, что эта иерархия возникла еще больше еще исторически, да, то есть поскольку мы говорим о том, что в основном это публикации были опять же на английском, да, то есть английский доминирует в международной сфере, да, то есть публикации тоже, и поскольку очень много тех же ассистентов, да, то есть которые собирали данные, делали поле и так далее, только, возможно, в то время еще учились, да, то есть не занимали еще такие позиции, как, скажем, лекторов или там профессоров и так далее. То есть мне еще кажется, была такая иерархия, но она уже меняется, да, поскольку очень много людей, которые также проучились на Западе, учились и писали на английском, и должны также публиковаться на английском и так далее. То есть вот эта иерархия, она все-таки ломается и будет дальше ломаться, да, то есть наша задача, наша программа, одна из вот таких задач, это тоже, чтобы такие вещи, они не происходили как тенденция. Да. Но это все часть такого эпистемологического насилия, да, когда из нас высасывают какие-то данные, какие-то ресурсы, даже в смысле молодежи, а потом нам навязывают какие-то концепты типа клановой политики, которые мы все очень коллективно не любим, да, или используют нас просто как вот какой-то материал или объект для исследования, но никогда не включают наши голоса в это. Да, и вот здесь вот как раз-таки, мне кажется, одна из целей программы УСТа как раз-таки в том, что если мы посмотрим на вот эпистемологическое насилие, да, мы должны обязательно просмотреть, насколько вообще вот эти вот теории, которые создаются, насколько концепты, которые используются, насколько подходы, да, для анализа, которые используются для вот именно объяснения того, что происходит в регионе, насколько они вообще складываются с реальностью. И вот здесь вот очень часто, когда мы рассматриваем, допустим, образовательные программы, мы видим то, что очень часто студентов даже учат писать так, да, что вот ты почитал там какого-нибудь там Таро, да, или какого-нибудь там Хантингтона, ну Хайдеггера, наверное, нет, но если не политфилософии, да, но ты почитал там какого-то, да, и вот ты его, значит, цитируешь, ты его понял, и дальше ты пишешь... И подложи к нему данные, чтобы вот так получилось, да. И вот здесь вот как раз-таки, то есть мы, в принципе, если мы просто тренируемся на этих концептах, то здесь, в принципе, ничего плохого нет. Но если мы начинаем эти концепты брать как реальность, и мы начинаем объяснять и видеть мир в этих концептах, да, как раз-таки, то вот здесь вот очень тяжело уже становиться независимым в знаниях, независимым в своей сути и тому подобное. Да, мы говорим про эпистемологическое насилие, очень такой непонятный термин. Насилие понятно, а эпистемология — это просто насилие через знания, да, можно так перевести. Давайте поговорим о том, как наша программа, да, тоже пытается понять это и как работать с такими вещами, да. То есть одна из практик, которую мы пытаемся сделать, это вот как раз семинар, который мы будем проводить, и в рамках этого семинара как раз будет несколько лекций, да, которые Диана, ты сама, и еще несколько других людей. Тоже? Да, и мы включительно, то есть мы будем как раз говорить про то, что как вообще разрабатывать теорию, да, центральноазиатскую теорию, то есть существует ли или возможно ли центральноазиатская теория, да, поскольку в моем понимании эпистемологическое насилие — это когда навязанные какие-то теории, навязанные какие-то концепции, видение, да, как мира. Клановая политика. Давай ты провокаешь. Ну, давайте, допустим, пример такой, human capital, да, то есть как бы человеческий капитал. И вот, когда мы говорим про наш человеческий капитал, что это означает, да? Мы видим здесь очень много различных формулировок, которые к нам приходят из Мирового банка, из каких-то определенных там ООНовских даже документов, да? И что это означает? Это означает то, что человек становится более таким
как говорится, resilient, да, то есть он становится более устойчивым таким к различным стрессам, когда у него или у нее есть определенные связи, определенное знание, определенные какие-то навыки, которые позволяют человеку справиться с этими стрессами, выкарабкаться, да, и жить дальше в более-менее таком, как сказать, спокойном состоянии. И когда мы рассматриваем, допустим, да, что-то происходит, какой-то определенный кризис, да, то, что у нас паводки, да, допустим, паводки, никто не готов, или там землетрясение, никто не готов, но говорят, то есть приезжает консультант и говорит о том, что те, у кого высокий человеческий капитал, смог справиться, уехал там к родственникам или еще что-то такое, и, соответственно, значит, вот давайте развивать это. Давайте развивать людям, привязывать какую-то определенную знания, наработки, практики и тому подобное. Но при этом получается, что если мы посмотрим на само на тех, кто прямо был ответственен за этот кризис, на их поведение, на их структуру, на их, там, я не знаю, как они тратили деньги до этого и тому подобное, да, то это даже не решается. То есть это остается вне нашего взгляда и поля анализа. И, соответственно, если мы принимаем, что да, человеческий капитал нужен, мы пойдем и будем каждому там студенту и тому человеку, да, вот пытаться вот рассказать, как надо во время землетрясения, как себя вести, во время паводков, какие нужны институты, при этом совершенно не понимая или же принимая, да, то, что у нас определенные там службы не сработали, да, или там коррупция, да, то есть как бы вот вся систематическая структура остается вне поля зрения. И, к сожалению, если мы просто чисто принимаем наголо вот эти вот концепты, то, соответственно, мы не можем себе же сделать лучше, да, то есть сделать свою жизнь лучше. И вместо этого мы ограничиваемся какими-то определенными очень маленькими рецептами, при этом у нас существует такая огромная рана, да, и мы на нее клеим такой маленький вот лейкопластырь, вот так вот. И вот, соответственно, не знаю, это насколько было понятно, как пример эпистемологического насилия, но, то есть голое какое-то вот применение или же концептов или теорий, и просто-напросто попытка объяснить того, что происходит на практике, вне локализации какой-то или же анализа. Это про то, что загонять кого-то в какой-то термин, да? Например, Кыргызстан и современная кыргызская история всех революций, она очень часто загоняется в определенный конструкт, из которого потом, она загоняется это в большинстве западными исследователями, из которого потом нашим коллегам, которые работают на местном поле, которые живут в Кыргызстане, им очень сложно выйти за эти рамки и попытаться создать свое знание, которое будет идти в противовес, потому что зачастую их данные говорят очень правдиво о том, почему революция случилась, почему каждая революция разная, но так как уже существует какой-то надгробный камень над этим всем, который как бы давит и говорит, что все, надо понимать кыргызский контекст и кыргызскую революцию только вот так, только colored revolutions, только цветные революции и так далее. И как бы и вот наша борьба против этого, она зачастую идет на всех видимых и невидимых фронтах, очень сложно выбиться за... И вот это, мне кажется, это тоже насилие через знание, что кто-то думает, что помогает тебе концептами, а на самом деле эти концепты не работают. Да. Но это как раз возвращается к тому вопросу или к той проблеме того, что нужно печататься и нужно публиковаться больше именно центральноазиатским ученым, да, то есть нужно говорить о том, что как они это видят или как мы это видим, да, чтобы не было вот такого, скажем, доминирующего какого-то фреймворка, да, который иерархии, который говорит, вот эта концепция работает, берите и живите по ней, да, то есть поэтому как раз одна из наших задач это, чтобы голоса были слышны, чтобы они были слышны не просто так, да, а что они слышны именно о том, что такие вещи, возможно, не работают. Иногда, да, возможно, в каких-то моментах, да, то есть мы не говорим, что мы отрицаем все и поголовно, да, то есть, но бывают случаи, когда это совершенно не работает. Но еще в западных диалогах академических, которые как раз-таки случаются в журналах, в книгах и так далее, да, которые пишутся академическим языком, там очень часто разрешается вот этот контекст
того, ну, если ты на правильной иерархии, ты можешь спорить даже там с отцами-основателями, да, ты можешь там пойти против Макса Вебера, против даже того Карла Маркса и так далее. Но я и говорю из понятия своей дисциплины. А нам как будто бы это нельзя, да. Вот вам дали, не знаю, вас пустили в храм, и вот теперь там стойте вот Ведите себя правильно. на пороге и ничего не трогайте, и вообще ничего не ставьте под вопрос. И это тоже, мне кажется, насилие, нет? Конечно, но в этом и есть иерархия знаний, да, то есть как бы считается то, что человек, который пошел и опубликовался в так называемом peer review, да, то есть журнале, который прошел там двухступенчатую оценку, да, то есть рецензию, да, которая, то есть если статья прошла двухступенчатую рецензию, то означает это правда. А те, кто написал, сделал там исследование в поле, пришел и рассказал об этом, не обязательно в академическом формате, то это считается что-то не очень такое less of value, да, то есть он считается не очень ценным, просто потому что человек просто как бы взял, пошел и что-то от себя написал, никто его не проверил, рецензию не дал, и, соответственно, это знание считается каким-то второсортным. И вот мы с этим также должны бороться, мне кажется, потому что для нас, исследователей, исследовательниц из региона, это наш дом. У нас есть совершенно другие, то есть у нас есть совершенно другие ценности, у нас есть совершенно другие, как бы, другая стадия ответственности даже, что ли, за мысли, за свои определенные наработки, и иногда гораздо важнее опубликоваться в какой-то определенной там газете, журнале, пусть даже он не получил какую-то определенную рецензию, но выразить эти мысли, участвовать в общественном дискурсе, формулировать понятия, чем просто-напросто взять и написать статью, которая была бы потом прочитана, я не знаю, как мы... 10 людьми. Да. И все, которые твои друзья. То есть от которой не было бы такой ценности, и которая потом будет закрыта большой ценой, да, потому что если у тебя нет институциональной подписки, это будет стоить там 30 фунтов. Да. Или $50. Как можно попасть в УСТУ? Ну, в УСТУ попасть достаточно легко, если чуть-чуть поработать. То есть мы принимаем людей, которые в магистерской либо в докторской программе, не обязательно учатся прям в регионе, но сами являются из региона и могут учиться, в принципе, в зарубежных вузах также, у которых есть какие-то уже наработки, есть какой-то определенный, так сказать, образец для статьи, но с которым еще нужно поработать. И как раз-таки вот для нас очень важно, чтобы человек имел желание, во-первых, поработать, а во-вторых, имел желание участвовать в различных семинарах, которые мы организовываем, в различных воркшопах, да, то есть как бы во всех наших начинаниях. И, соответственно, мы делаем обычно раз в год, но в этот раз мы сделаем следующий... Раз в 2 года. Да, раз в 2 года уже будет, да. То есть у нас следующий заход получится раз в 2 года, и мы обычно публикуем это на наших социальных сетях, у нас появился веб-сайт, вот, и мы публикуем различные отчеты того, что мы делаем, достижения, успехи. То есть у нас, получается, есть... Следующий набор у нас получится в 2025 году. И можно проследить в социальных сетях. Или на УСТА Mentorship Program, если погуглить, выйдет сайт. Да, конечно. Да. То есть у нас вот недавно только появился сайт, да, и сейчас мы сидим тоже на разных платформах, LinkedIn, Twitter, Facebook, возможно, будет, да. Но мне кажется, даже самый главный критерий — это даже не быть, да, скажем, студентом магистратуры или даже студентом PhD. То есть у нас есть даже люди, которые пришли на постдоки, да, которые делают постдок. Вот, возможно, даже некоторые не обязательно должны быть, да. То есть самый главный критерий, который у нас есть, это то, что человек хочет писать и опубликоваться в каком-нибудь хорошем журнале. Это самый главный критерий.
опубликоваться для того, чтобы, опять же, это входит в копилку, да, про которую мы говорим, в копилку того, что увеличивается количество публикаций людей, исследователей из Центрального Азиатского региона. Но еще к тому же, да, не просто как бы человеку есть что сказать. Да. То есть человек пытается до этого писать, подает журналы, получает отказы, получает какие-то там рецензии. И, соответственно, но очень часто мы не знаем, куда и что делать с этими рецензиями, да, куда двигаться дальше, в какой журнал подавать, как это выбрать, как переформатировать, допустим, где получить там какую-то поддержку, просто прочитать, чтобы кто-то прочитал и дал какую-то определенную рецензию, да, как ответить рецензентам и тому подобное. То есть как бы вот для нас эти навыки очень важны. И это такой как бы мягкие навыки, да, то есть soft skills, которые необходимо развивать, потому что это не только важна писанина и качество того, что написано, но и как бы формат, в котором он подается. Ну, еще это очень важно, потому что когда, например, студенты моего поколения поступали в зарубежные вузы, я помню, я проходила самую большую библиотеку Англии и понимала, что в этой огромной библиотеке, да, есть место Центральной Азии, достаточно большое, но по всем этим полкам, от потолка до пола, было очень мало авторов с моим именем, то есть похожим на мое имя, или авторов, которые из моего региона. И ты там все время пыталась что-то найти в темноте, там, не знаю, с фонариком, если люди, и в основном это были такие советского периода авторы, которые, слава богу, эту библиотеку покупала, я очень до сих пор благодарна за это. Но вот из каких-то современных авторов не было на кого облокотиться, как-то почувствовать какую-то силу, да, и мне, ну вот была ты, Асель, твои исследования, еще, слава богу, я попала в это кольцо, Эрика, Гульзат, но как бы в основном вот такого вот ты приходил в огромную империалистическую библиотеку и понимал, что тебя там нет, и твоих родственников, и твоих предков там нет, поэтому я понимаю, что это достаточно узкий академический контекст, но для ребят, которые поступают, да, и так далее, они хотя бы даже в Казахстане или в Кыргызстане могут обучаться на тех статьях и книгах, которые написали их соотечественницы или соотечественники. Ну, еще к тому же, допустим, они очень часто, мы говорим о том, что университеты или там программы, или какие-то западные ученые, которые сюда приезжают, так называемые вертолетчики, да, они приезжают на 2-3 недели делать исследования и уезжают. Раз в 10 лет. То есть вот очень часто у этих ученых есть определенные такие критерии неравенства, которые систематично и структурно создают эти критерии неравенства. То есть, возможно, уже прошло 30 лет, да, с независимости, у нас, в принципе, должна была сложиться какая-то определенная школа, какой-то определенный голос, какая-то определенная академическая традиция, да, которая, к сожалению, которая не настолько выросла. И она не настолько выросла, потому что очень часто, когда мы работаем с западными учеными, то существуют определенные иерархии, которые не включают студентов или же ассистентов в финальный продукт, да, то есть, который производится, то есть выходит статья с именем одного человека, хотя это, в принципе, труд определенной команды. И вот здесь вот очень, мне кажется, необходимо сказать о том, что мы должны очень четко понимать, что любой труд, он должен определенно оплачиваться, и с самого начала, если приезжает какой-то человек с незнанием языка, да, там, но с какого-то крутого университета и пытается там за очень маленькие деньги набрать себе команду помощников, так сказать, да, то все должно начинаться с договора. И в этом договоре все очень четко должно быть прописано. То есть, если договор подразумевает только техническую какую-то определенную поддержку, это вот там переводческие какие-то дела там, или же архивные какие-то исследования, сбор информации, то это одно. Но если вдруг человек, который собирал материал, участвует в анализе и начинает в анализе собранной информации, то это уже вклад.
И вот этот вклад, он должен не только носить какую-то определенную финансовую структуру, да, а он должен уже отражаться, потому что мысли, которые существуют, и человек с региона вложил в этот проект, мысли должны, соответственно, не плагироваться, да, знания, они должны каким-то образом отражаться и recognition, это что? Признаваться. Эти мысли должны обязательно признаваться, и вот в этом, вот здесь начинается как раз-таки иерархия, да, вот вначале мы говорили о том, что существуют определенные иерархии, то есть это должно признаваться, это должно быть начать прежде всего с договора. Да, и вот мы поэтому очень хотим как раз-таки обратиться ко всем студентам из региона и университетам и сказать, что когда вас просят помочь, это просят помочь имеет определенные ценности. С вашей поддержкой просят помочь, потом человек выходит и выигрывает мультимиллионные гранты на вашей основе, и вас просто-напросто оставляют или пишет За бортом. великолепную книгу, за бортом, да. получает карьерные ништяки. Да, и, соответственно, поэтому очень четко необходимо определить степень вашего участия в этой помощи и, соответственно, в будущем, да, то есть ваше участие, оно не обязательно ограничивается сегодняшним днем, оно, возможно, эти знания, это данные, эти все, они потом могут создаваться в различных определенных статьях, проектах и тому подобное, да, то есть, соответственно, это все должно быть прописано в договоре. Да. Ну и компенсация, да. Компенсация должна быть не местной, а Да. компенсация должна быть, человек приезжает с какого-то университета, то, соответственно, и компенсация должна быть того университета, а не то, что вы приехали и платите там какую-то МРП, да, МРП, просчитанную там в каких-то определенных десятинах, да. Мне кажется, что если студенты даже не планируют, как ты вот правильно сказал, что нужно на будущее думать, если эти данные собраны, и эти данные собраны студентом или человеком, который помогает этому исследователю, который не говорит на местных языках, мне кажется, тоже очень важно оговаривать на берегу и где-то подписывать легально, что если студент со временем захочет использовать эти данные в своей работе, то он или она имеет полное право это делать. И поэтому здесь очень важна вот это вот не на словах совсем договариваться, а именно легально подписывать какой-то документ. И не нужно этого стесняться, потому что все западные вузы требуют consent form то есть форму согласия для всех респондентов, если это интервью, фокус-группы, даже участие в анкетировании и так далее. То есть для них это часть, пререквизит вообще того, что они могут как бы пойти в поле. И поэтому вот эти все контракты и как бы форма соглашения, они уже прописаны самим университетом. И там, мне кажется, очень важной должна быть такая штука, что человек, который собрал эти данные, имеет право потом использовать эти данные после, либо с этим человеком, с которым он их собирал, либо с кем-то другим, либо вообще сам по себе. И мне кажется, что хотелось бы тоже на английском про это поговорить, чтобы наши коллеги поняли, что центральноазиатские ученые, молодые ученые, там, у которых они видят в этой иерархии, они не просто сборщики информации, они ваши соавторы, они ваши полноценные как бы воспроизводители этого знания. И мне тоже как бы приходилось ездить, например, по Таджикистану, и я не говорю по-таджикски, и у меня была большая команда, которая иногда даже проводила фокус-группы, и я всегда им говорила, что что-либо я, если не напишу, я хочу, чтобы вы были соавторами. Если они согласны с той точкой зрения, которую я, конечно, пишу. Если нет, то я им напишу, что мои соавторы со мной не согласны, но они есть. Да. Но это очень важно, потому что молодые ребята могут быть незнакомы, могут постесняться спросить какой-то договор, но это очень важно все обговорить на берегу. Да, обязательно проговаривать надо. И не надо думать о том, что у этого человека, возможно, потом какие-то проснутся моральные качества, да, что вот он вспомнит, и она, или она, и решит отблагодарить, как говорится. Здесь должен идти очень такой ценный отбор. Есть практики хороших профессоров, которые включают своих студентов или соучастников. Мне кажется, еще, возможно, должен еще возникнуть какой-то вот институт, да, возможно, каждой страны или, возможно, даже региональный, который рассматривает именно этические, да, вот такие вещи. То есть у нас пока нету такого. Поэтому, когда приезжают разные ученые, да, с других
стран. Обычно это происходит как? То есть, возможно, только этическая рецензия только с университетом или с группой, которые коллаборируют, да? Возможно, может быть и нет, да? Но поскольку мы говорим про такие вещи, как то, что, может быть, студентов эксплуатировали, да, или даже коллег могли эксплуатировать. То есть, мне кажется, должна быть еще какая-то региональная какая-нибудь организация, которая, возможно, тоже будет рассматривать такие вещи. Ну и университеты сами по себе Да, тоже должны и- взять в руки, да, и, соответственно, у всех есть комитет по этике, Да, она просто должен работать. да. У нас есть с коллегами цикл статей, который называется When the field is your home, когда поле это твой дом, по-моему, переводится по-русски. И вот там очень Сайнат Султаналиева, Жанар Серкибаева, Елена Ким, там очень много коллег, которые мы как раз-таки писали об этом, если кому-то интересно, это есть на русском. Ну и также, мне кажется, людям нужно фолловить ваши исследования, ваши твиттеры, которые тоже очень интересно все это описывают, и как-то включаться в этот диалог, да? Да. И Спасибо работать вместе над этим, чтобы победить это эпистемологическое насилие. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мгм.